Добрый день, друзья! Сегодня мы встречаемся с бханте Метта и обсуждаем насущные вопросы. Такой вопрос, бханте, личный. Как бханте Метта относится к использованию мантры Буд-дхо при медитации на дыхании вместо метода счета? Многие учителя из Таиланда рекомендуют это. Вдох, мысленное проговаривание Буд, выдох, Дхо. По сути, как метод счета, но вместо цифр это мантра. Ну и передаем слово нашему гуру-переводчику Василию. Так. Угу. Спасибо. Hello, dear Bhante. Hello, very nice to meet you all. And so, should we start, Bhante? And Pavel just Sure, the first sure. question. Yeah. And so the first question is, how does Bhante Metta feel about using the Buddha mantra and breathing meditation instead of the counting method? Many teachers from Thailand recommend it. Basically, it's performed like when you do inhale, then mentally pronounce Bud, then exhale, then Dho. Essentially like a counting method, but instead of numbers, you use this mantra. Okay, so hello everyone, very nice to meet you all. Всем здравствуйте, всех очень рад видеть. So the question is kind of very simple. Yeah, anybody is free to practice any way they like. И вопрос, да, на самом деле достаточно простой, и каждый свободен практиковать любым способом, который ему нравится. Only thing is we have to use something that helps us keep our attention with the breath. Единственное, что нам нужно использовать то, что помогает нам сохранять наше внимание с дыханием. So I also have read like Venerable Aджан Chaa's teachings. И я тоже читал учение достопочтенного Аджана Чаа And Aджан Mан. и Аджана Мана. And there are very nice stories also. А еще есть тоже хорошие истории. One time, Aджан Ман, he went to the forest. И однажды Аджан Ман пошел в лес. And he cleared a small path. И он расчистил небольшой путь. And he was doing walking meditation. И он практиковал медитацию при ходьбе. And the villagers, they were in a very remote place. И деревни, они находились на очень отдаленном расстоянии. So they didn't even know what he was doing. И они даже не знали, чем он занимается. Then one approached and asked, like, what are you searching for? И потом один из них подошел и спросил, а что вы ищете? Did you lose something or drop something? Вы что-то потеряли или вы что-то уронили? Why are you walking back and forth? Почему вы ходите взад и вперед? His Venerable said, like, I'm searching for my Buddha. И достопочтенный ответил то, что я ищу свое Будду. Then they asked, can he also search? И потом он спросил, а можете ли вы тоже это искать? Then his most Venerable said, like, yes, you also can search for your Buddha. И достопочтенный ответил, да, вы тоже можете искать свою Будду. Then next day he saw a whole line of people following him each step of walking meditation. И потом на следующий день он увидел целую там линию из людей, которые следуют за ним, когда он следует за ним шаг за шагом, когда он выполняет медитацию при ходьбе.
But later it said like this most venerable taught people what is the real Buddha. И потом говорится то, что достопочтенно научил людей, что обозначает тот настоящее Буддо. And then these people first they didn't have any idea about anything, but later they came to a very good understanding. И сначала у этих людей у них не было никакого понимания, вот, но потом позже они очень хорошо это поняли. So please tell like they use for walking meditation and breathing practices just as 2 words. И они делали медитацию при ходьбе и медитацию на дыхании только вот с этими 2 словами. But it has a very deep meaning also. Но у этого есть еще очень глубокий смысл. And they intend to take those words even to the depths as per enlightenment. И намерение, то есть использовать эти слова до еще более глубоко, вплоть до просветления. So the only thing I have met some people also, and then I was discussing with them. Я еще тоже встречал некоторых людей, я тоже обсуждал с ними. Some method is a bit difficult to understand. Некоторые методы, их немного сложно понять. What is exactly the path? В чем заключается в точности путь? For example, there was one person I met, and I was discussing with this person, and this person said, "You just have to." This person had gone to a forest place in Thailand and had practiced. И я также встретил одного человека, и мы обсуждали с ним один метод, и вот этот человек, он ушел в лес, практиковал в лесу в Таиланде. And then this person just said, "Oh, you just have to look far and wide, and just Bud, and then you just do do." И That этот was just человек, what he said. этот человек сказал то, что вам просто надо смотреть вдаль и вширь, и говорить Буд, и потом просто говорить после этого до. Then I was reading books of most venerable Aджан Чаа. Потом я еще тоже читал книги достопочтенного Аджана Чаа. But actually, those are like translation after translation. Но они на самом деле это переводы после переводов, переводы за переводом. So, and I was listening to talks of venerable Aджан Brahman. So, И я также слушал еще лекции достопочтенного Аджана Брахмаванса Аджан Sumedhо, и Аджана Сумедхо, because they were the first students, no, who went near most venerable Aджan Чаа from the Western countries. потому что они были первыми студентами из западных стран у Аджана Чаа. So with them, what they learned from most venerable Aджan Чаа also came out. И то, что вот они изучили у достопочтенного Аджана Чаа, это потом также стало известно. Venerable Aджан Brahman, so he explains the jhanic levels very well. И достопочтенный Аджан Брахмаванса, он объясняет уровень джан очень хорошо. But after that, it seems like it's naturally happening, all the other things. И потом после этого это выглядит так, что как будто все остальное, оно происходит естественным способом. Естественно. And the books of like the translations, what I read of Venerable Aджan Chаа, it shows some of his experiences also.
И те книги, которые я читал, переводы Аджана Чаа, там еще тоже показываются, говорится о тех опытах, которые вот у него были. But for me, yeah, I'm just telling my experience only. Но для меня я рассказываю только о своем опыте. So for me, I didn't see a clear way or a path of how to know. И для меня, да, я не видел ясный, четкий путь, как это, как можно узнать. At least from what I read and what I discussed. Как минимум вот из того, что я прочитал, и то, то, что я обсуждал. Because like there should be, like a clear path, how should we go, what should be done. Потому что, да, ну, как минимум должен быть путь, ясный путь, что, куда мы идем и что осталось сделать, что должно быть сделано. But I'm not in a state like I'm criticizing or anything. Но я сейчас не в том состоянии, что я кого-то критикую или что-то такое. But I couldn't understand or like find like I wanted the clear instructions, no, like okay, after this happens, after this happens. So I wanted to see like a map that leads to the destination. Ну и для меня, да, я хочу видеть путь, вот четкий путь, как, то есть путь, который ведет до цели, то есть четкие инструкции, которые приводят к цели. But surely, like they talk about most venerable Aджan Чаа, Aджан Ман, or Mahabua Jnana Sampanno, or even that lady who was a nun. What was her name? These people are considered as enlightened beings. И, конечно, да, там тоже они говорят о Аджане Мане, о Аджане Aджан Ман, Аджан Ман, Mahabua Jnana Sampanno. Аджан Махабуа Сампанно. Jnana Sampanno. Jnana Сампанно. И также еще о одной монахине, вот. И люди считают то, что вот они просветленные существа. And then that lady, there's a nice book. What was her name? Have you read that book, Vasily? No, Bhante. About yeah, she was a disciple or a student of Aджан Ман. Ну и вот еще есть одна книга одной женщины, и вот она была ученицей Аджана Мана. And she was very powerful. She had psychic power, a lot of things. И она была очень могущественная, у нее были психические способности, то есть много разных вещей. So we cannot deny that these are not working or anything like that. То есть мы не можем отрицать, что это не работает, или то есть ничего такого. For me, I could not see or understand a proper path, but definitely I'm not a Buddha or somebody, So somebody else, for them, it can be helpful. Ну вот для меня я не мог увидеть понять вот этот ясный, четкий путь, вот, но я там, да, не Будда, но для них это, да, это кажется, что работало. But it doesn't just stop there from just 2 words, just for the breathing. It is supposed to be or a word that is broken into 2 that even takes a person right up to enlightenment. Да, но это на этом не останавливается, что вот просто вот эти 2 слова, вот, ну, на самом деле это, да, слово, которое разбивается на 2 части, но это должно доводить там вплоть до просветления.
Yeah, but no problem if it works for you. If you can use those two words just to be mindful of the breath, then a person can use that also. Ну, конечно, да, это, если это работает для вас, если это помогает вам для того, чтобы вы сохраняли осознанность с вашим дыханием, то, конечно, да, это можно использовать. She was, now I remember, I was checking, but Mэ Чи Кэу, Мэ Чи Кэу. Мэ Чи Кэу. И вот эта вот женщина, это ее звали Мэ Чи Кэу. There's a beautiful book, if you can please read it, and И it's есть about. Есть вот у нее очень красивая книга, да, если вы можете ее найти, то, пожалуйста, почитайте ее. It's about her experiences. И там о ее опытах. She was a young lady, and then she was practicing. Она была молодой женщиной, потом она практиковала. And then when she was even playing around with her psychic powers. И потом она еще также как, играла со своими психическими силами. And Aджan Mан could penetrate her mind and like warn her when she was doing this. И Аджан Ман мог проникнуть в ее ум и ее предупредить, то есть. And he would say like, don't do this, you are not supposed to do this, you are supposed to not play around with your mind, you are supposed to use this energy towards working for enlightenment. Да, и он, то есть, он при этом говорил то, что не балуйся, да, со своими вот с этими способностями, то есть свой ум надо использовать не для этого, а для того, чтобы достичь просветления. Then she got married. И потом она женилась, вышла замуж, извините. Then there was a gap. И потом был еще промежуток. Then actually later she again came across Aджан Ман. И потом позже она опять встретилась с Аджаном Маном. Then she started practicing again. И потом она начала снова практиковать. And when the Aджan Man was about to pass away, he sent a message to her mind to let her know that he was passing away even. Потом, когда Аджан Ман находился при смерти, он как отправил ей сообщение в ее ум, вот то, что вот он сейчас находится при смерти. And I think it was Aджan Man who said, I cannot remember this exactly, that your proper time is not with me, with my student. И потом Аджан Ман сказал, да, может быть, это был не он, сейчас я точно не помню, но он сказал то, что твое вот время будет не со мной, оно будет вот с моим учеником. So actually later on she met Achan Mahabua Jnana Sampanno. И потом позже она встретила Аджана Махабуа Jnana Sampanno. Jnana Sampanno. Аджана Махабуа Jnana Sampanno. And then actually he helped her to become fully enlightened also. И он помог ей достичь полного просветления. But I can remember the whole story now. But if you get this book, you can read it, or if I find it, I'll share with you all. Я сейчас всю историю не помню, но если вы найдете эту книгу, то почитайте ее, или если я ее найду, то я с вами ее поделюсь. Bhante, could you please also say, like, what is the name of this lady? Oh, I cannot remember the exact pronunciation. It's because it's like Kaw Kaiv Mэ Chi Kэu. I'll search for it. Mэ Chi Kэu.
Мэ Чи Кэу. And it will be a very nice book if Pavel or somebody can translate it to Russian. Это, да, очень And хорошая since книга, и будет хорошо, если кто-то там, Павел или кто-то может ее перевести на русский язык. Мэ Чи Кэу. В общем, да, Банте еще потом отправит точно, как ее точно звали. because the spellings are different. Потому что то, как это пишется по-разному. Ну And вот her еще книжка. life story is very inspiring. И ее жизненная история, она очень вдохновляет. Спроси, пожалуйста, а как есть такое мнение, что женщины не могут достигать арахатства? Или если могут, то не мирянки? Как это так бьется? Banda, there is an opinion that women, they cannot actually achieve enlightenment. And if they can... What? But... What? Wait, what? Что? Nick say this? There is high Bante. Дискриминация пошла, дискриминация. No, I'm just saying, totally with all respect and everything, I just heard an opinion that women cannot reach arahantship, and not even the lay women like to. Lay women cannot like attain arahantship. No, they can, but it says just like the men, they also have to ordain within 7 days. Да, они могут, но так же, как мужчины, они после этого должны ординоваться в течение 7 дней. That is the difference between Buddhism also, or Buddha's teaching. I don't like Buddha's teaching, because the Brahmins and all, they say like they are discriminating females. Ну и в этом вот как раз-таки отличие в буддизме, на самом деле, да, что-то говорить, в учении Будды от брахманских учений, потому что, да, вот они говорят то, что, они как раз-таки дискриминируют женщин. But in Buddha or Buddha Sasana, they were just like the male disciples, they were the female disciples, like even the chief disciples. И да, в Будда Сасане там есть ученики мужчины, но также есть ученицы женщины. И также в том числе и среди главных учеников. For example, like if there was most venerable Sariputta from the male disciples who was next to Buddha in wisdom. Ну, например, вот достопочтенный Сарипутта, он был следующим по мудрости после Будды среди учеников мужчин. And there was the most venerable, the arahant nun, Dhammadina. She was from the female disciples, who was just second to Buddha in wisdom, from the female disciples. И потом еще была тоже архат, вот среди учениц женщин, архат, достопочтенная Дhammadina. И она была следующая по мудрости после Будды среди учениц Будды. Just like Mahamoggallana, there was a female disciple who was in psychic power among some female disciples who was just only second to Buddha in psychic power. И вот тоже таким же образом, как вот Махамогаллана, также была ученица, которая была следующей после Будды в отношении психических сил среди учениц Будды. Just like the 80 main disciples, there were there were the female main disciples also. И так же, как 80 80
Sorry, Bante, you said like lay disciples, 80 lay disciples. No. Just like the male Just. disciple. Ага. Ну и так же, как, также вот как ученики мужчины, также были еще вот ученицы женщин. So actually, it didn't really matter whether they were male or female. The idea was enlightenment. На самом деле это не было важно, там, мужчина или женщина. Самое основное идея в том, идея заключается в просветлении. Why the Deva, the deity Mara, also once came and tried to tell a nun who was practicing very powerfully. И однажды Дева Мара, вот он пришел к одной из монахинь, которая очень серьезно практиковала. He came and he was like ridiculing, you are just a simple woman, how can you attain, or why are you just wasting time? И он пришел к ней и стал насмехаться, а ты просто простая женщина, почему ты тут ты тратишь свое время напрасно? Then she was in a very powerful way, she expressed like it's not about male, female, it's about the five aggregates, and then it's about winning the defilements. И потом она это очень таким мощным способом ему ответила, выразила это таким образом, что это все не о мужчине и о женщине, это все про 5 агрегатов и про победу над 5 омрачениями. Yeah, so it's not about age or race or gender or anything, because when you go to ultimate realities, they all this conceptual level, they can be kept aside. И это не про возраст, не про пол, не про расу, потому что когда переходите к конечной действительности, то все вот эти вот концепции, они остаются в стороне. But it is said like even if it's a male or a female, if they are in a lay situation, like a lay person or a householder, if they become arahanta, they have to ordain within 7 days. Но говорится, да, если это там, мужчина или женщина, но если они являются мирянами, то есть там домохозяевами, вот, то после достижения архатства они должны ординоваться в течение 7 дней. That's why even for most venerable Daruchira, who was arahanta, Buddha asked him to go and bring robes and arms ball and come back. И поэтому тоже Будда попросил достопочтенного Бахи Даручири принести, то есть пойти и принести робы и патру, ну, то есть чашу для подаяния. But he could not come back. He passed away on the way. Но он не смог вернуться, он погиб на пути. So he passed away as an arahanta who was a householder. И вот он умер, будучи архатом, который был домовладельцем. Even Prince Siddhartha's father, King Suddhodana, he became arahanta. И даже вот отец Сиддхартхи, принц Судодана, он стал архатом. Prince Siddhartha's father, no? Prince Siddhartha's father, King Suddhodana. Отец принца Сиддхартхи, то есть король Судодана. So he reached enlightenment and he passed away as arahanta who was a householder. He didn't become ordained. Он достиг просветления и умер, будучи архатом, до того, как вот он
ординовался, да, вступил в монашество. But it seems that if they become ordained, they can stay till the rest of their lifetime period. Да, но если они вступят в монашество, то они могут также жить до конца жизни. It is when we ask why that is happening like that from our teachers and all, И когда мы спрашивали, почему так происходит вот у своих учителей, they also taught just like if Deva becomes Anagami, и они говорили, да, то, что также если Дева становится анагами, that Deva cannot stay there. то Дева там не может оставаться. So they quickly pass away from there and are born in Suddhavasa, the place for Anagamis. И они быстро там умирают и перерождаются в Суддавасу, то есть в том месте, где находятся анагами. It is like their mind is so pure that Deva world is not suitable for them. И их ум, он такой чистый, то, что вот этот мир, он больше для них не подходит. So it is said like Arahanta also for them a more suitable place would be ordained outfit. И вот для архатов, для них наиболее подходящее место это будет вот в монашеской одежде. Or they pass away within 7 days. Или они погибают в течение 7 дней. Coming back to our question, the first question, please say like anybody can practice, they are free to practice. И возвращаясь к нашему вопросу, каждый, кто хочет практиковать, он может это практиковать. From what I experienced or what I had experienced, I was reading a lot of their experiences, their stories, lot of books from the Thai forest tradition. И в отношении моего опыта я читал много различных книг, вот как раз-таки тайской лесной традиции. Because it seems very fascinating, no, those life stories or what they went through in the forest. Потому что это все кажется таким очень потрясающим, то есть их жизнь, вот то, через что они проходили, вот живя в лесу. But because these were like translation after translation. Но так как это все переводы переводов. Or stories that a student remembered of their teacher. Или истории, которые студенты они запомнили от своих учителей. That also we got to read the translated version. И это тоже мы тут читаем переведенных версий. Sometimes from Thai to English, then English to Sinhala. Иногда с тайского на английский, потом с английского на сингальский. And the Thai version also came from a student of that teacher. И еще вот эта вот тайская версия, она тоже пришла вот от студента вот этого учителя. And I remember clearly, like the book we read in Sinhala, the translator's name was becoming bigger and bigger, and Ajan Chaa's name was becoming smaller and smaller. Я вот четко помню то, что в тех книгах, которые мы читали на сингальском, там имя переводчика, оно становилось все больше и больше, а имя учителя Аджана Чаа становилось меньше, все меньше. Because there were some small books, and we used to, when I was a layperson, I used to buy them and share with many people also. They were very simple readings called Aджан Чаа and Аджан Чаа. И там были, да, небольшие книги, я их сам лет покупал и также всем раздавал. Вот. И эти книги, они были такие легкие к прочтению, они назывались Аджан Чаа и нет Аджана Чаа. And then next edition, after edition, Ajan Chaa's name was becoming smaller and smaller. And the person who was translating,
they put this translator and there his name, and his name was becoming like bigger and bigger and bigger. И потом с каждым переизданием имя переводчика оно становилось все больше и больше, а имя Аджана Чаа становилось все меньше и меньше. So it comes through his egoistic filtration also, no? И поэтому это все проходит тоже через эгоистические фильтрации. And then I used to listen to different like most venerable Buddha Dasa. И потом я тоже еще слушал достопочтенного Буддадаса. And so these teachers also have different ways of teaching also. И у этих учителей у них тоже есть еще различные способы обучения. And from the Westerners, most venerable Aджан Sumedho, he how to say, preach. It talks about anatta a lot, and that seems very deep. И вот среди западных студентов достопочтенный Аджан Сумедхо, он учит о непостоянстве, об анатта, и эти учения они тоже кажутся очень глубокими. From what I heard, like what I listened to, Ajan Brahma also seems like showing a more general and a simplified version. И вот из того, что я слышал, Аджан Брахмавамса, он показывает более такую обобщенную и упрощенную версию. But I still like, and I used to like very much to listen to his Dhamma talks. Я все еще любил слушать его Дhamma лекции. Only thing we were not able to get in contact with those main first teachers. Но единственное, что это то, что мы не получаем доступа, у нас нет контакта к самым первым учениям. The generation of Ajan Brahman, so Ajan Sumedho, they really lived with those first teachers. И вот поколение Аджана Брахмавамса, Аджана Сумедхо, они действительно жили с этими первыми учителями. But the next generation who translates this and that, mix all these things up, and it says from this vada, that vada, it's difficult to believe. А потом уже следующее поколение, которое это все переводят и все это перемешивают, говорят про эту ваду, такая вада, другая вада, то это уже сложно этому верить ему. It seems like they are making it more and more complicated. Ну и это кажется, что они все это делают все более и более сложно. And from those books also most like stories of the most venerable Aджan Чаа. И потом из этих книг большинство они были историями достопочтенного Аджана Чаа. And there was another beautiful book, autobiography of a forest monk. Потом есть еще одна замечательная книга, которая называется «Автобиография лесного монаха». But that also was about like the life story. Ну, это тоже было как жизненная история. And only thing for me, for my little mind, I could not understand see, for some teachings they show up to some extent, then after that it seems like everything is just happening. И вот что касается меня, то есть когда они этому учат, то это учение, оно кажется понятным, путь виден до какой-то степени, а потом как будто бы все уже происходит естественным образом. And from the beginning, what I wanted was to know where I was standing on the path, how far I came, and how much there is to go.
И вот для меня я хотел понять, то есть где я сейчас нахожусь на пути, как много я уже прошел и сколько еще осталось пройти. So for me, through the power method, it was very clear. И вот для меня метод паук, он был очень ясный. But I did try the other methods also. Но я также пробовал другие методы. But anybody is free to try and see. Но каждый свободен пробовать и смотреть. Maybe you all have found more details about this. Please be free to share. И, может быть, вы найдете больше подробностей вот об этом. И тогда, да, пожалуйста, да, поделитесь. What we need is a proper way we can reach enlightenment. И что нам нужно? Это нам нужен правильный путь, так, чтобы достичь просветления. And it should be according to Buddha's teaching. И он должен быть в соответствии с учением Будды. Because Buddha's teachings are very clear and precise. Потому что учения Будды, они очень ясные и точные. So if we follow that, even it doesn't matter if it's Burmese or Thailand or Sri Lankan, no, Western, Eastern, none of that matters because we know where we are, how far we came, what else there's to do. И поэтому, если мы этому следуем, то неважно, какой метод, это бирманский, ланкийский, тайский, то есть, чтобы было понятно, как далеко мы прошли, где мы сейчас находимся и сколько еще осталось пройти. And then at some point we'll be able to say, it says like the arahanta say, no, katang karaniyang na parangitatai. The arahanta say. И потом вот какой-то момент можно будет сказать, вот так же, как архаты говорят, то, что Бханте сейчас сказал фразу на память. Бханте, куда мы Yeah. No problem. Katang karaniyang na parangitatai, which means everything that was needed to be was done. И вот эта фраза, она обозначает то, что следовало сделать, было сделано. And there's nothing else to be done. И не осталось ничего, что еще нужно делать. So when arahantas reach enlightenment, they proclaim this. И когда архаты достигают просветления, они вот заявляют таким вот образом вот эти слова. Because they know exactly, no, this happened. Потому что они в точности это знают, то, что это произошло. So we also need some proper way of knowing like what is happening, where we are, what to do. И нам тоже нужен правильный способ, то есть для того, чтобы знать, что происходит, где мы сейчас находимся, что делать. So when we are talking to some people, also some people just say, okay, I'm just watching this, I'm watching that. Когда мы разговариваем с людьми, то некоторые люди, они просто говорят то, что мы смотрим это, смотрим то. But just have a systematic way where you can count your defilements. То нужен систематический способ, где вы можете преодолеть свои омрачения. For example, like if somebody is scolding me, I should have a method where I can counter the anger. Например, если кто-то меня там ругает, оскорбляет, то мне нужен метод такой, как я могу противодействовать злости. And there are in Buddha's teachings, there are better ways of counter measures. И в учении Будды есть
лучшие способы, как можно противодействовать. So some people say, I watch the body sensation. Некоторые люди говорят, я наблюдаю за ощущениями в теле. But it is like a lot of things had happened, and then later the body starts feeling. Но это то, что уже много вещей уже произошло, и только после этого тело начинает чувствоваться. But it's still better than not fighting or like being angry and hate with lot of hatred. It's still better, but you will have to suffer a lot. Это все равно гораздо лучше, чем ругаться, с кем-то там драться, злиться, вот. Но при этом все равно приходится много страдать. So Buddha taught us ways we can counter the anger even before it goes to the body. Но Будда учил нас способом, когда мы можем противодействовать злости, даже еще до того, как она пришла уже, дошла до тела. Or build the opposite energy that these thoughts of anger cannot even penetrate. Или развить противоположную энергию так, что вот эта злость, мысли злости, они не смогут проникнуть. Or the best solution is like trying to remove those defilements forever, and then it will never stir up again. Или самое лучшее решение — это избавиться, удалить все вот эти омрачения навсегда, и тогда они больше не проявятся снова. So it's like taking us more and more further. Это как продвигать нас все дальше и дальше. Then it will come to this with the deeper understanding, mindfulness, and wisdom. Потом придет глубокое понимание, мудрость. Sorry, Bhante, deep understanding, wisdom. And mindfulness. Да, глубокое понимание, осознанность и мудрость. Then at some point we can come to the stage like hearing is just the hearing, seeing is just the seeing, hearing is just the hearing, smelling is just the smelling, tasting is just the tasting, feeling is just the feeling, thinking is just the thinking. И потом позже мы можем дойти до стадии, когда для нас зрение будет просто зрением, слышимое будет просто слышимым, ощущаемое запахи будет просто как ощущаемым, то, что вкус мы воспринимаем будет просто тем, что мы воспринимаем на вкус, это то, что мы ощущаем, будет просто тем, что мы ощущаем, и мысли, то есть думание будет просто думанием. So whatever you're doing, see whether it's working. И что бы вы ни делали, просто смотрите, работает ли это. Especially in crucial moments. Особенно в ключевых моментах. And if it's not doing the proper job properly, and if it happened many times now. И если это не выполняет работу должным образом, и если это случается часто, just don't grab hold of the old bunch just because maybe we were having that for a long time with us. И просто не держитесь за это только потому, что вы с собой тащите это уже на протяжении долгого времени. There's a story also like this, no? Еще есть также история об этом.
in the forest and all, there are like these big plants, bit like the cactuses, but long and fleshy leaves. И в лесах есть такие растения, похожие как на кактусы, но длиннее и с такими мясистыми листьями. So what they do is they cut it off the plant and put it into water and make that fleshy part, how to say, rot. Ротом? Yeah, rot. И да, что они делают? Они отрезают вот эти вот мясистые части, кладут их в воду и потом дают им там загнить. And then they after the fleshy part is rotten, there are fibers. И потом, после того, как вот эта мясистая часть, она сгнила, там есть волокна. So they used to take a wooden pole and batter that leaf, which was left of the leaf. И они берут большую деревянную палку и потом так взбивают вот эту часть, то, что осталось от листа. And then take the fibers. И потом берут вот волокна. And they used to make bags or even clothing with the fibers. И они вот делали там сумки и одежду вот из этих волокон. So it is said one person went to the forest to cut these big leaves. И говорится, что там один человек, он пошел в лес для того, чтобы вот срезать вот эти большие листья. And he was carrying them because nothing was done yet, no? These were very heavy. И он их тащил, и пока еще ничего не было, ничего с ними он не сделал, и эти листья, они были тяжелыми. Then when he was carrying this big bunch on his shoulders, he came across another person who was working with the same kind of plants, and he said like, oh, he felt sorry for this person, no? He said like, I have already removed the fibers. Why don't you take that and just leave this for me? You take that, then it will be easy for you. Or better for you. Этот человек, он проходил, вот он нес вот эти тяжелые листья, и он проходил мимо другого человека, который уже всю работу проделал и уже извлек оттуда волокна. И вот этому человеку так стало жалко этого человека, кто тащит, он сказал ему, вот возьми, я уже все извлек волокна, возьми это, вот и ты просто оставь эти листья здесь. And then he said, no, this I cut myself by myself. I found them myself, and I carried all this way, so I cannot just let them go. So it's all right, you keep them. I go on my way. И потом он сказал, этот человек, нет, я эти листья сам нашел, я их сам срезал, я их сам тут теперь тащу, вот, поэтому нет, я их оставлю. Спасибо, да, я продолжу. Then after he went to some other distance because it's far away, no? So he met another person and he also felt bad because he had taken those fibers and he had made like material, no, out of that. And he said, okay, never mind, just leave those for me. You take this material and you make anything for yourself or sell them or do anything. But he said, no, I found this myself, I cut them myself, I carried all this way, so I had you keep this material for yourself. Ну и потом он пошел дальше, еще также встретил там другого человека, который уже не только извлек волокна, но он уже сделал из этого ткань. И тогда этому человеку опять очень стало жалко вот этого человека, который несет огромные тяжелые листья. Вот тогда он ему сказал то, что вот я уже сплел, сделал материал, ты, пожалуйста, возьми этот материал и сделай из него то, что ты хочешь, а ты просто оставь эти
листья мне. И тогда этот человек сказал, нет, 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 я сам нашел эти листья, я сам их срубил, сам их протащил такое расстояние, я оставлю себе, а ты, да, ты оставь себе эту ткань. Then you're still carrying this load and going, no? И он продолжил нести эту тяжесть. Then he met another person. Don't worry, last person. No? И потом он встретил другого человека, не переживайте, это последний человек. And this person had taken that fabric and made like suits and bags, baskets from those fiber material. And he said, why don't you just leave that for me? You have been carrying it so far. And then I'll work with it and make again. So you take these items and you use them or sell them or do anything what you like. He said, no. I carried all this. I found them, I cut them, I carried them, all this distance. Now I cannot just give it to you. And he said, you keep your things, no? I'll go, I'll rot these, I'll batter these, I'll make fiber, then I'll make material, I'll make clothes and bags and everything from this. You keep your things, I can do mine. И тогда вот этот следующий человек, он уже не только сделал материал из этого, но он уже сделал из этого материала там костюмы, сделал там корзины, сумки из этого, там различные предметы. И тогда он сказал этому человеку, да, ты просто оставь эти листья здесь, я сам их обработаю, а ты вот можешь взять себе вот эти все изделия, вот, и делай с ними то, что захочешь. Можешь сам их использовать, можешь продать. Вот. Но тогда вот этот человек, он ответил, нет, я сам нашел эти листья, я сам их жестоко протащил, поэтому я пойду, сам их там замочу в воде, так чтобы они сгнили, потом вытащу из этого волокна, сам из этих волокон сделаю материал, сам из этого материала потом сделаю те изделия, которые мне необходимы. А ты оставь себе вот эти все изделия. So he has to carry it and then do the same process because it's the same kind of plant, the same kind of fibers, the same kind of process, no? И потом он их продолжил тащить и также потом делал вот этот весь процесс, потому что это то же самое растение с теми же самыми волокнами, и поэтому процесс там точно такой же. But he had to again go and do the same process again because he was not ready to let go his all how to say luggage or what he was carrying, his all load, no? What he was carrying. Да, ну и он пронес вот эти вот все листья и проделал с ними весь тот же самый процесс, потому что он был не способен вот оставить вот этот вес, вот этот багаж, который он протащил. So likewise, it would be very easy for him, no? If he just took the fibers, he didn't have to carry all those leaves with all the weight, extra weight, no? Or if it was the material, it would be even more lighter, maybe. If it was all ready-made items, then it would have been much easier, no? So likewise, we also sometimes carry our always, and even in the some methods like that. So it's sometimes just weighing us down because the process is the same. Да, и вот этот человек, он мог бы вместо того, чтобы тащить весь этот вес, он мог бы просто взять вот эти волокна, которые ему предлагали, так бы было для него гораздо проще. Или он бы мог взять вот этот уже готовый материал, так бы еще, наверное, было еще гораздо проще. Или бы он мог взять уже вот эти готовые изделия, тогда
так бы для него было вообще очень все просто. Вот, но он не готов был этого сделать, не готов был этого сделать. Вот, и также мы иногда тащим вес, вот, или там какие-то методы практики, и мы не готовы их оставить, поэтому мы продолжаем их тащить, и они нас отягощают. And even in a proper practice also, it's the same story. When we are like our likes, dislikes, our preferences, our old habits, it's also same like we are carrying the whole bunch still. We are not ready to let go. И даже если практика, она правильная, то даже в этой практике мы все равно мы тащим с собой наши предпочтения, то, что мы любим, то, что мы не любим. Вот, то есть мы не готовы это отпускать. So any more questions or anything related to those, Vasily, in the chat? Bhante, just a quick question. It's from Satera. He told me to ask this question. So, how do we know that she was fully enlightened? Did she told it, or like? Yeah. Ника, It по-русски seems как like звучит вопрос? Ну, Сатера говорит, а вот типа, а как, откуда, ну, как мы поняли, что она была полностью просветлена? Как мы поняли, что эта женщина полностью Да. просветленная? Ну да. Это Типа чья вот она. книга? Это о которой книге речь, да, вот это? Ну вот Мэ Чи Кэу. Сатера вот спрашивает, как это вообще? Кто решил, что она просветленная, да, вот это? Ну, никто не решил, а как это так? Как так утверждается, Да. ясно. Yes. So it is according to what was said in the book. Ну, так сказано в книжке. And then the experiences and all that was mentioned. И опыты, да, которые там, как бы, experience, переживания, которые там отмечены. But for us, but now it's too late, no? Like if she was alive, the best day would have been for us to become arahanta and then get to know if she was arahanta. Сейчас она уже умерла, к сожалению, но для нас лучший способ проверить — это стать самим арахантами и как бы проверить. That is the more suitable way. Это самый надежный способ. Otherwise, a person cannot know clearly. Иначе как мы будем знать? Мы не можем знать, пока мы сами не достигли. But many people in Thailand, they believe. Но множество людей в Таиланде верили. And especially those very renowned monks and all, they also believe. И в особенности очень почитаемые большие монахи тоже это верили, так считали. Even like how to say, after they cremated her body, even those remains, they turn into like crystallized. They crystallize, not just pieces of bone here and there. It says that they crystallized. И когда ее тело кремировали, ее кости кристаллизовались и образовали такие очень интересные как бы кристаллы. И это вот считается такой верный признак. So yeah, those we cannot directly know, but those are the resources. Just like it's like asking if Venerable Sariputta was enlightened, no? Ну, для нас нет прямых способов узнать, но это то же самое, что спрашивать про достопочтенного Сарипутта. Вот он был просветлен. But luckily, there's Buddha saying about those also. Но хорошо, что Будда есть изречение Будды. But for us, we cannot exactly say, no, for ourselves. Но сами мы не можем, конечно, знать, пока мы сами не достигли. But because Buddha is no more, then we'll have to take account of some good people who were at that time period. Но мы можем
достаточной мере доверять людям, которые присутствовали, да, жили в тот момент. So yeah, we'll have to we can believe, no? Так что мы просто можем верить. But if she is enlightened, then all her troubles are finished. Но если она достигла просветления, у нее никаких проблем нет вообще. Все закончилось. Regardless of we believing it or not. Верим мы в это или нет, ей уже без разницы. Она достигла просветления. So usually, yeah, arahantas they don't brag about it or like go everywhere telling no, I am arahanta or anything. Араханты обычно не ходят вокруг и не кричат о том, что они араханты. For example, like most venerable Sariputta, he was so humble. Например, достопочтенный Сарипутта был такой, настолько скромный. And he would never even introduce himself, usually. Он никогда даже не представлялся. Later, when they asked, who are you? And then only he would say. Только если его спрашивали, как твое имя, он представлялся. And he was so humble to go to the other person and wait till he would finish his meal, finish his meditation, and do all those things. And then only he would approach that person and talk to the person even. И если ему нужно было кому-то что-то с кем-то поговорить, и он видел, что человек чем-то занят, там, например, медитирует, тогда он скромно ждал, пока человек закончит, и только после этого он к нему обращался. It was not like a publicity stunt, no? В общем... Show the world how good he is, not like that. No, it was his nature. Но это не было его, не на публику он это делал, а это была его природа, он, естественно. And then when they knew it was Venerable Sariputta, they said, like, you are like the right-hand person of the Buddha. So you don't have to even come and ask me these questions. Когда люди узнавали, что, это же достопочтенный Сарипутта, это правая рука Будды. But he actually did, because he knew this monk was specialized in this category. И когда, например, достопочтенный Сарипутта спрашивал какого-то монаха, тот монах удивлялся, как это достопочтенный Сарипутта, правая рука Будды, и все равно меня спрашивает о чем-то, о Дhamме. Но достопочтенный Сарипутта знал, что этот монах специализируется именно вот на этом, скажем так, на этих вещах. So when he got to know that some monk was really specialized in some subject or some feature, he would go and ask them, or as if he wanted to learn, no, or get to know the experience from them. И вот когда достопочтенный Сарипутта хотел узнать что-то в деталях по какому-то поводу, он шел к монаху, который специализируется на вот этих, на знании определенных вещей вот этих, и спрашивал напрямую у него, потому что даже вот он тоже хотел учиться, продолжал учиться и их продолжал узнавать. Yeah, so it seems like the arahantas and all the more they reach that level, it seems like they are becoming more and more humble. Так что похоже, чем более человек, в общем, когда человек становится арахантом, он становится более скромным. It would never be seem like they are going everywhere telling that I'm so and so, such and such. I reached this, I got this. It's not like that. Они не будут там ходить и рассказывать: я такой-то и такой, я достиг того-то и того-то. Yeah, so about this Mэ Чи Kэu also, we'll just have to see according to those things that were said around her at that time. Так что мы вот заключаем, что
Мэ Чи Кэу была арахантом, потому что, ну, в соответствии с тем, что люди вокруг нее сказали, говорили. Thank you, Bhante. Okay. Okay. Thank you. Yes. Yana concludes, so we are going to the enlightenment together. Yeah, definitely. Да, так и есть. Мы дружно идем к просветлению. Мгм. Yeah, there's no obstacle for that. Никаких препятствий нет. Only thing like some things, for example, even the sasana, after this 5,000 years, this sasana, it's no more. So another person cannot just come and say, I re-established the sasana. They cannot do like that if it's not a Buddha. Так что 5000 лет пройдет, и эта сасана закончится, и ну, невозможно, чтобы кто-то, как бы любой человек пришел и сказал, я устанавливаю новую сасану. Это может сделать только Будда. Even if it's a new Buddha, it will be a new sasana. Если это будет новый Будда, тогда это будет уже новая сасана. So now we are in the time of Gautama Buddha, Теперь, Siddhartha Gautama Buddha sasana. сейчас мы живем во время сасаны Сиддхарты Готама Будды. And it has a time span of 5,000 years. И у нее время 5000 лет. So almost like 2,700 already passed away. Почти что 2700 лет уже прошли. And even the things of Dhamma and all slowly start not disappearing totally, but actually like they are getting hidden from people's minds. Настоящая истинная Дхамма, она как бы не исчезает, но она начинает все больше быть скрытой от людских умов. So then when it happens, a normal person cannot just bring them up. Так что обычный человек не может просто взять и поднять это все. Even if it's a silent Buddha, like a Pacheka Buddha. Даже тихий Будда, Пачека Будда, According to the skills he had obtained in samsara, только в соответствии с умениями, которые он обрел в сансаре, he can be fully enlightened as a silent Buddha by himself. вот только вот такие как бы полностью просветленные могут появляться, но сами по себе. But he cannot establish a sasana like this, for example, like the Gautama Buddha. Но он не сможет как бы установить сасану как Готама Будда. And in those days, like when you see the stories or like lectures of silent Buddha, И в старые дни, если вы слышали лекцию или истории вот этих скрытых тихих Будд, it seems like the people who were there at that time also maybe they didn't understand very deep teachings. но люди, которые слышали эти глубокие учения, они их не понимали. It's not that the Pacheka Buddha didn't know these things, right? Это не так, что Пачека Будда не знал этих вещей. He surely knew these, no? Он, конечно, знал их. But it seems like in the ancient stories or their how to say experiences, it is said like they taught them not to do bad, do good things, do good karma, like that, only that level. Поэтому вот тихие Будды учили людей в древние времена простым вещам. Не делайте плохого, делайте хорошее. So actually it is said like people who are born in this time era, they are people who can actually understand deep teachings. In Так, this time period of a sasana, people who are born as human beings or even other type of good beings, Поэтому говорится, что существа, которые рождаются как благие существа во время Будда-сасаны, то есть это люди там, и другие благие существа, они способны понимать учение. so then they can understand the deep teachings, Они not могут, like those time periods.
Они могут понимать глубокие учения. And there are worse time periods, like there are no even silent Buddhas, not even good and bad is there. Nothing about good deeds, good karma, none of that. Everything goes very bad. А были времена, когда не было ни Буд, ни тихих Буд скрытых, и вообще ничего хорошего или там этого самого такого не было благого, и просто все жили плохо. And those time periods, even the human beings will not understand even good thing. В те времена даже человеческие существа не могли понять хороших, благих вещей. It is said, like if you say like let's do some good thing, they will take weapons and even kill you. В те времена говорится, что если бы кому-то пришла такая мысль, как «а может сделать что-нибудь хорошее», его сразу убивали. Now we have like pictures or statues or anything of religious figures, no? У нас сейчас есть различные древние статуи и прочие, да, фигуры как бы. Later, they will be replaced by people who killed other people. Потом они будут заменены на статуи людей, которые убивали других людей. And they'll say that this person killed so many people. This person killed so many people. И будут говорить, вот этот убил столько-то, а этот убил столько-то. And they'll be offered flowers and like lamps with or candles all will be lit for them. И для них будут зажигать свечки и приносить им цветы. So later, now still we have the good things, even more deeper things, right? Сейчас у нас есть хорошие вещи и глубокие вещи. Later, people will have no idea at all. Потом у людей не будет даже представления об этих благих вещах. First, deep things like meditation, they will all disappear. Сначала исчезнут все глубокие вещи, такие как медитация. Then sila or virtue will disappear. Потом добродетель тоже исчезнет. Then even offerings, dana, it will disappear. И потом даже дана, подношение тоже исчезнет. So it will be a very dark time period. Будет очень темное время. So Buddha explained this in like Chakravarti Siyanada Sutta. Будда объясняет это в Чакравати Сиананда Сутте. In those kind of suttas, he said what will happen in the future. В таких сутах он объясняет, что произойдет в будущем. And that also he said, it's difficult to say like Sapta Suryodgamana. Sapta Suryodgamana Sutta. Сапта Сурья Камана Сутта. Like those, or even in some parts of like Aganya Sutta. И в некоторых частях Агани Сутты. So he explained like the cycle of this universe and the world. В этих суттах Будда объясняет циклы Вселенной и Земли. It goes to a very low decline. Оно доходит до реально скажем так, глубокого распада. Then it meets with a huge destruction time period. И входит в временную эру уничтожения. Then the people start slowly realizing, and they stop doing like bad things like killing, stealing, and all this, like the 5 precepts. После этого люди начнут осознавать потихонечку и догадаются до 5 обетов. Они снова начнут соблюдать 5 обетов. Then what happens is slowly, generation after generation, slowly their lifespan and these good qualities start to improve. И потихоньку их жизненная продолжительность жизни и их хорошие качества начнут улучшаться. So think of their mentality at that time. Так что подумайте об их ментальности в это время.
they start killing everybody they see. Они начинают убивать всех, кого видят. Even two people cannot face each other. Дойдет до того, что человек не сможет лицом к лицу встретиться ни с кем. They'll try to use anything what they can grab hold of and try to kill each other. Не будут убивать всеми подручными методами всех вокруг. After that, after like thousands die, После того, как тысячи умрут, ones who survived will come out of hiding те, кто выживут, выйдут из убежищ. and they will think, oh, this destruction happened because we were killing each other. И они осознают, все это разрушение произошло, потому что мы убивали друг друга. And they will decide, okay, from now on, let's not kill each other. И они решат, с этого момента давайте не будем убивать друг друга. And generation after generation, they will just do this. And then it says like slowly their lifespan and good qualities and start developing. Поколение за поколением они будут это развивать, хорошие качества, и их жизненные, продолжение жизни и благие качества будут развиваться. Then they think like we should not steal. Потом они подумают, о, еще мы можем не воровать. And then it goes for more and more generations after generation. Now Это true. будет развиваться поколение за поколением. Then sexual misconduct. Потом неправильное половое поведение. Lying. Ложь. Intoxications. Потом опьянение. Then they decide like we should avoid these things. Они поймут, что им нужно избегать этих вещей. And Buddha explained like these 5 things will take the human lifespan to the maximum. И они поймут, что даже эти 5 вещей позволят человеческой жизни продлиться до максимума. But this cycle takes thousands and thousands of years. Но этот цикл занимает тысячи и тысячи лет. And generate thousands and thousands of generations. И производит тысячи и тысячи поколений. Then it will come to its maximum, and the people will, at that time, oh, everybody is so good. И потом, когда он достигнет своего максимума, люди будут очень приятные на пике этого. But when it's everything is very good also, they think they are immortal. They don't die. Когда все будет так прекрасно, люди подумают, что они бессмертные, и они не могут умереть. And then what happens is like they slowly start doing those bad things again. И то, что произойдет, это они опять начнут делать неблагие вещи. And then slowly that maximum lifespan starts decreasing. И постепенно этот максимально продолжительность жизни начнет уменьшаться. And then even the future Buddha, he will come in a time where people can see the good and the bad both. И потом будет время, когда люди смогут увидеть и хорошее, и плохое. I'll just tell the time, year span of that Buddha, the lifespan of that Buddha. И продолжительность жизни этого Будды. This is actually what our Gautama Buddha had told, or taught. Это то, что наш Gautama Будда говорил. So he said at that time period, the lifespan of a normal human being will be 100,000 years. И вот Будда говорил, что продолжительность жизни обычного человека будет 100 тысяч лет. So for now, like when our Buddha was there, the human lifespan was like average amount was like 100 years.
Когда наш Будда, во время нашего Будды, средняя продолжительность была 100 лет. And this our Buddha, he lived until 80 years old. И наш Будда, он прожил до 80 лет. So Buddhas only live like 4 parts from 5. Наши Будды, они проживают обычно 4/5 из максимальной. They don't spend the last part of the lifespan. Они не проводят последнюю часть жизни. So likewise, when it's 100,000, it is said the Buddha Maitreya, he will stay for 80,000 years. И когда придет Будда Майтрея, он будет жить 80 тысяч лет, да, то есть 4/5 от максимальной. But the average amount will be 100,000 years. При среднем продолжительность жизни 100 тысяч. So think when they say maximum, this is more than 100,000. And they say the human life later, at first, before they start doing bad things again, it goes to its maximum, no? So it's much more than 100,000 years. И смотрите, 100 тысяч лет это и не максимальная продолжительность жизни, да? Это когда люди уже познают зло. И, да, но все еще будут как бы на хорошем уровне добродетели. А вот когда люди будут на максимальном уровне, да, и вообще зла не будут знать, будет максимальный уровень добродетели, это гораздо, у них будут они жить гораздо больше, чем 100 тысяч лет. And the lowest amount human life can reduce is to 10 years. А самый нижний порог продолжительности жизни – это 10 лет. So think, for now also we also have like around 100 years, no? Сейчас у нас тоже примерно около 100 лет. And then this has to reduce to 10, then go to its maximum, and then again reduce to 100,000. И смотрите, сейчас оно будет снижаться до 10, потом опять повышаться до там, максимума, и потом понижаться до 100 тысяч. So usually like the pattern that is happening is now is like for every 100 years, it seems like 1 year reduced. Так что паттерн примерно такой. Каждые 100 лет 1 год из максимальной продолжительности уходит пока что. So when it's increasing also, it's a bit similar. Когда будет повышаться, будет также по 1 году. So for every 100 years, maybe 1 year will increase. Так что для каждых 100 лет будет плюс 1 год повышения. So for this process to happen also, it will take a huge time. Так что для того, чтобы все эти процессы возымели силу, требуется огромное количество времени. So this is just about the last Buddha who is supposed to be appearing of 5 Buddhas in a close range of time. Так что мы можем ожидать 5 Будд в определенный, сказать, отрезок времени. Okay. Окей. So after this Maitreya Buddha, Gautama Buddha didn't even say about another Buddha. Так что вот после Готама Будда будет Майтрея Будда, а об остальных Готама Будда даже не говорил. So there will be a huge gap without any Buddha. Будет огромная пропасть во времени, пока не будет нового Будды. Even for Maitreya Buddha to appear, who is in the most closest proximity, that will also take so many lifespans if we are born again and again. Так что до следующего Будды Майтреи еще так много жизней надо будет перерождаться, чтобы при новом Будде родиться. Because previous Buddhas, they could say so much ahead of time.
Потому что предыдущие Будды ничего не могли так, настолько много предсказать вперед. But Gautama Buddha didn't tell about many future Buddhas И Будда after Готама, Maitri Buddha. и Будда Готама тоже не рассказывал о многих Буддах после Майтреи. Такого не рассказывал. So it's very wise to get the maximum use of when a Buddha Sasana is there. Так что было бы очень разумно использовать максимальные преимущества, пока Будда Сасана еще здесь. Yeah, because we don't know when the next chance will appear. Потому что мы не можем знать, когда появится следующий шанс. And along this time where everything goes so dark, what if our mind changes? И во времена, когда все будет, очень в темные времена, откуда мы знаем, как изменится наш ум? Or our mind becomes so dark, we are also prepared to kill. Может, у нас ум будет такой же мрачный, и мы будем готовы убивать, Even just to survive. просто чтобы выжить. Then what will happen? No, our karma and everything. Where will we be born? И что тогда произойдет с нашей кармой? Где мы будем рождены? So now we can understand the situation. We can think very well. Теперь мы понимаем ситуацию, разбираемся в ситуации. Мы можем хорошо подумать. So it's one of the best times to act upon it very quickly. Так что сейчас лучшее время, чтобы быстро действовать. That's why in things like the qualities of the Dhamma, Также с качествами Даммы. there's a quality called Opanayika. Есть такое качество, как опанайку. It says like act like a person whose clothes and even the head is on fire. Это свойство Даммы, оно говорит, что надо действовать как человек, у которого горит одежда на нем и голова горит. They will quickly do something to extinguish the fire. Нужно срочно что-то сделать, чтобы потушить огонь. Otherwise they get burnt. Иначе они получат ожог. So it's exactly said like a person who's burning quickly tries to extinguish the fire. Так и говорится, как горящий человек, который пытается сбить огонь. If they start running here and there also, the flames will become high, no? Если они начнут бегать туда-сюда, у них просто все разгорится только больше. If they use something to ignite the fire more, then also it won't stop, no? They'll burn more. А если они еще и будут разжигать огонь, они еще больше горят. So even the simplest ways of like rolling on the ground, that can help to extinguish the fire. Любые способы, например, кататься по земле, да, все, что может потушить огонь. Today I was speaking to another person. Сегодня Бханте говорил с другим учением человека. And he was asking how is this method so simple? Он спрашивал, как это такой простой метод? And he was telling there should be something more to it. Он думал, должно быть что-то еще. I said, no, this is what the Buddha had said. И Бханте сказал, нет, это то, что Будда сказал. Just watch your breath, no? Просто наблюдай дыхание. But he wanted something very serious, no, like something big. Но он хотел что-то очень большое и серьезное. So in a way, like even if we are like shown us very simple way, our mind wants something like, if it's for enlightenment also, they want something massive. У нас ум иногда не хочет делать что-то простое, ему нужно что-то массивное. So even a simple thing like seems it's not enough.
Да, что простые вещи кажутся недостаточными. So, but he said it's difficult for him to focus on the breath also. И он говорит, что ему сложно фокусироваться на дыхании. But I said, don't worry, there will be deeper things when you cross this stage. И ответ состоит в том, что как только мы пройдем эту стадию, будут глубокие переживания. But people like Buddha, they had made more you go deeper, they had made it more and more simpler for you. Но Будда говорил и другие, что чем глубже вы идете, тем легче становится. It seems we are so caught up in the complicity that even a small thing doesn't seem enough. Мы настолько пойманы вот в эту сложность, что даже простые вещи уже нам кажутся недостаточными. Because in the world, more complicated, we think, oh, like it's more valuable, no? Потому что у нас так мир устроен, что нам кажется, ой, если это очень сложно, значит, это ценно. If it's so easy, then it cannot be. It should be very difficult. А если это так просто, то это, наверное, что-то не то, должно быть очень сложно. But that is going in one direction, no? Это в одном направлении идет. True peace through that. Но люди не находят покой. Not even many don't find even things like virtue, good qualities, no, good habits. И люди не могут даже так обрести какие-то благие качества или привычки хорошие. Recently, they arrested a doctor who was selling drugs. Арестовали доктора, который продавал наркотики. So he should know better. This is like heroin, no, like narcotics. Да, да, типа героина. So he should know better, no, like about the dangers of these things. Уж ему ли не знать об опасностях этих вещей? But he was selling them. Но он их продавал. So even if they're educated and all, that doesn't bring up the true morality of life, no? Так что хорошее образование вовсе не гарантирует вам нравственность. It could be a very poor person who didn't have much education even, but И they может would not even try to do these kind of things. А может быть очень вообще неграмотный, бедный человек, но он даже не задумается о каких-то моральных вещах. That's why they go in like different directions. Вот почему они идут в разных направлениях. But most importantly, we should get the maximum benefits of the time period when a Buddha appears. Но самое главное, что нам нужно извлечь все максимальные пользы от нахождения времени Будды. Мы родились во время Будды, надо это использовать. Their whole intention is to free individuals from samsara. Вся идея, все как бы мотивация в том, чтобы освободить существ от сансары. That's why they were fulfilling their paramis even. Вот почему надо Perfection. Вот почему развиваются парами, то есть как-то совершенство. Perfections. They call it perfect. And they could have become enlightened before, but they were keeping it. They could have easily become enlightened and freed themselves, but they didn't do that just because they want to fulfill the parami and become Buddha and save other beings also. То есть вот существа, которые становятся Буддами, они развивали свои совершенства до того момента, что они становились наконец-то Буддами и помогали существам освободиться. That's why a silent Buddha also cannot do that service of they call it the Samma Sambuddha. Вот почему скрытый тихий Будда не может этого сделать, только с полностью просветленный сам Будда. Because their parami or perfection times are different. Потому что у тихих Будд у них другие совершенства.
другие развитые совершенства. And what they have to endure and go through are also different. И то, что им нужно выдержать и пройти, это совершенно другое. A person like Gautam Buddha or Samma Sambuddha, they have to do a lot of sacrifices to get there. И такие существа, как сам Будда, да, как вот Готама Будда, должны были пройти через огромное количество испытаний и жертв. And they have to perfect many things than silent Buddha. И им пришлось развить до совершенства гораздо больше вещей, чем тихим, скрытым Буддам. That's why they are able to establish a sasana and help like thousands of beings. Вот почему они могут установить сасану, да, и помогать существам. Others cannot do that because they don't have that qualifications. И не могут этого сделать, потому что у них нет таких качеств. Or they have not achieved that capability. Они не достигли таких, ну, как бы, возможностей, способностей. So, Nick, any more questions in the chats? Так, ну что, еще вопрос в чате? Looks like no, Bante. Looks like there are no more questions in the chat. Okay. Thank you, dear Bante. Okay. Да, Ник, спасибо за перевод. Вася, спасибо за перевод. да, спасибо, Всем Павел. присутствующим. Яна, Тимир, Оксана, Света. Все, Спасибо кто за пришел. вопросы в чате. Да, да. Всем благодарность. Да, Спасибо. спасибо. Thank you so much. Bante, very, very good. Amatok. Maybe one time we'll talk about Dana Panasati Sutta also. I have all these details. О, later, on another day. в следующий, maybe next time? Банте готовит лекцию по Анапанасати, как я понял. Да, мы Yeah. давно говорим об Да, этом. ну, в какой-нибудь следующий раз. Может, Мгм. вот там, да, есть материалы по Анапанасати. Да, Банте давно это I готовит. found many details, but the last part, it's about the Bojjhangas. It is about how they are perfect in the Bojjhangas, but if you also find details, please share. Вот Банте разобрался в некоторых деталях касаемо боджанга. What is боджанг? How to say Bodhyanga. Bodhyanga means like anga. They are like the hands and the limbs towards enlightenment. Бодхиянга — это вот как руки, которые мы отращиваем в сторону просветления. Как бы Or the aspects to reach enlightenment. аспекты, The которые points. помогают. Point, like milestones. Yeah. Or the things that are required to perfect, to reach enlightenment. В общем, это Bodhyanga. вещи, которые... факторы просветления, что ли? Факторы просветления. Извините, факторы просветления. То есть это не руки, это факторы просветления. Факторы просветления, которые надо развить, чтобы достичь просветления. So maybe in another time we'll talk about this, no? Может, Может быть, в следующий раз мы об этом поговорим. Okay, then thank you very much, Manik. Thank you very much, Vasily, for translating. Thank you, Paul, for organizing. Thank you all for being here. Thank you all for having me also. Спасибо, Thank you so much, Bante. Okay. Да, спасибо, Ник. Спасибо всем. Спасибо, Вася. Всем спасибо. Спасибо. You have a good night and a good rest. Да. Всем спокойной ночи. Good night. Good night to you all.